Привет, друзья! Вы на канале «Геометрия» с Валерием Казаковым. И сегодня у нас вот такая замечательная задача. Дан прямоугольный треугольник АБЦ, С прямой угол, и в него вписана окружность, которая точкой касания делит гипотенузу на отрезки длины 3 и 5. И нужно найти площадь этого треугольника. Вот те зрители, которые давно на канале, постоянно смотрит канал, подписаны, мгновенно ответят на вопрос задачи. Они мгновенно, за одну секунду дадут ответ. И это точно. Ну, напишите, кто так и сделал, а мы приступаем к решению задачи. Итак, я напомню, что у нас прямоугольный треугольник. Точка касания делит гипотенузу на отрезки 3 и 5. И нужно найти площадь. И буквы мне даже не понадобятся. Площадь треугольника мы найдем и так. Ну, все знают, что отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны между собой. То есть вот этот отрезок равен вот этому и равен 3. Ну, снизу точно так. Вот этот отрезок равен вот этому и равен 5. Ну, и из вершины прямого угла отрезки, проведенные, равны x и x. Ну, не буду черточки ставить, так напишу. X и x. Они чуть что равны радиусу вписанной окружности, но это нам не нужно. Вот как решать задачу? Ну, нам x неизвестен. Надо составить теорему Пифагора, найти x, потом найти катеты и найти площадь, как половина произведения катета. Все очень просто. Ну, поехали тогда. Итак, x плюс 3 в квадрате плюс x плюс 5 в квадрате равно 8 в квадрате. Ну, все нормально пока. Х в квадрате плюс 6х плюс 9 плюс х в квадрате плюс 10х плюс 25 равно 64. Ну, я здесь немножко упрощусь. Х квадрат до х квадрат 2х квадрат, 6х до 10х 16х и 9 плюс 25 34. 64 перенесли, минус 30. Делим пополам. Все, приводим уравнение. Получается х в квадрате плюс 8х минус 15 равно 0. Но вся беда в том, что корни получаются не целые, иррациональные, и такая морока возникает с нахождением этой площади. Конечно, там все благополучно заканчивается, но не хочется с этим возиться, поэтому я поступлю следующим путем. Я попробую найти площадь треугольника при помощи формулы АБ пополам, половина произведения катетов. Ну, вот это пусть будет А, пусть это будет Б, это все равно. Ну, давайте наоборот, поскольку я буквы-то дал другие, да, А и Б. Хорошо. Итак, А у нас х плюс 5, х плюс 5. Б у нас х плюс 3, х плюс 3. Да пополам. Ну, это что получается после раскрытия скобок. Внимание, х на х в квадрате, х на 3, 3х, 5 на х, 5х вместе, 8х. Ну и плюс 5 в 3, 15. Так, пополам. Ну вот смотрим, что у меня уже есть, еще что нужно найти. И замечаем, что вообще-то мне x не нужен. Мне нужно знать, чему равно значение выражения x в квадрате плюс 8х. А из нашего уравнения это выражение равно 15. Ну, как здорово. То есть я могу заменить вот это на 15. И что же я получу? 15 плюс 15, деленное на 2. Это будет просто 15. Итак, ответ 15, и задача решена. Ответ 15, площадь 15. Но легко же заметить, что 3 умножить на 5 – 15. Да, действительно, справедлива такая формула, что площадь прямоугольного треугольника равна произведению этих отрезков, на которые точка касания вписанной окружности делит гипотенузу. Поэтому кто-то, кто знал это, силен и могуч, сразу бы ответил на вопросы этой задачки. Я в качестве домашней задачи предлагаю вам проделать те же действия. Первое и второе действие, взяв вместо тройки и пятерки m и n, и вы с радостью выведете эту замечательную формулу. S прямоугольного треугольника равно m умножить на n. К сожалению, ее нет в школьных учебниках, и поэтому ей пользоваться на экзаменах нельзя. Но если у вас задача с выбором ответа, как на американском экзамене, то запросто можно пользоваться. Ну и вообще в тех странах, где нет полного решения, в старших классах, в 11-х,
на итоговом экзамене ЕГЭ, ЦТ и так далее, то, разумеется, пользоваться можно. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Напишите, как вы решали эту задачу. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.